апельсинчики. Так, если это, надо, получается, рвать. Вот и Настя пришла помогать собирать. Собрали все мандарины. Какие грозди лимонов висят. Да вот они. Хорошие? Да. Лежат луковички. Так, первая партия пошла. Сейчас дал суперфуд для наших курочек. Вот такой вот урожай. Вот сейчас готовлю к отправке. Отправили нашу первую посылку. Самое время подвести итоги. Согласно прогнозам, сегодня один день перерыв без дождя, без осадков. Поэтому в планах сегодня собрать оставшиеся мандарины. У нас, наверное, деревьев 5-6 еще висят полных. Вот. Тут на склоне в основном. Ну и несколько деревьев там на равнине, около дома. Апельсины мы пока не собираем, потому как они уже по нашему опыту набирают сок где-то в феврале. Тогда можно из них делать сок, или цукаты, или там варенье какое-то. Вот они у нас тут. Апельсинчики. Даже если будет небольшой мороз, им это не страшно. Они, в отличие от мандарин, не мягчеют. А вот мандарины у нас были, наверное, заморозки. И уже шкурка начинает такой мягкой становиться. Вот так вот они опадают. Поэтому времени не так много. Будем сегодня стараться по максимуму собирать. Бывают деревья, где хорошо, они без кусачек снимаются. А бывает, как в этом случае, тяжелее. Не знаю, от чего зависит. Но без кусачек, конечно, быстрее собирается. Когда они сами надламываются. А вот так вот. Вот так, если это, надо, получается, рвать, и дырка. То есть она будет и храниться хуже. И говорят то, что если на дереве оставить вот это, то уже на будущий год как бы не завяжется плода. Поэтому обрезают. Ui, я попал. Я. Вот и Настя пришла помогать собирать.
Утеплилось? Да, ну хотя нормально. Не так уж и холодно. Ну, я с утра начинал, было прям очень холодно. Сейчас солнце Это чуть-чуть моя. подогрело. Вот команда вся в сборе. Работников мало, правда. Это наше последнее дерево на плоскогорье. После этого будем перемещаться на склон. Банановые ящики, но в них будет мандарины. Получается, наша тележка это где-то 1,5 ящика. А в ящике где-то 20 килограмм, 25. 25, наверное. Все. Тут тоже собрали. Сейчас пойдем в новое место. Так, давай отвезем и пойдем на склон. Угу. Там уже с тележкой не получится собирать. Да, там тележку рядом поставим. Придется ведра носить. Пошли. Так, а вот что касается этого дерева, тут на склоне, в пике, я не знаю какая высота, но, наверное, метра под 4. Поэтому приняли решение вот эти вот, которые высокие ветки, спилить их. Это спровоцирует рост новых молодых побегов. Не будет такое высокое дерево, что неудобно очень собирать.
Так, вот две большие ветки я спилил. Сейчас тогда с пола их соберем. Ветки распилю, тогда и уберу. Конечно, дерево жалко, но вот когда у тебя большой сад, прежде всего нужно смотреть на трудозатраты по сбору урожая. Поэтому, ну, я надеюсь, что, в принципе, за год все это отрастет и будет не меньше плодов в нормальном доступе. Ну тут и сама ветка такая была уже больная, вот без листьев. И, соответственно, мандарины мелкие на этой ветке. Поэтому и в любом случае надо было убирать. Неудобно одно, а плюс еще мандарины здесь. Не Да, очень мелкие. хорошие. Так, вот осталось у нас буквально 5 деревьев. Вот последняя полоска. Там весь склон дособирали. Ну, кроме апельсинов. Апельсины, наверное, будут в феврале. Они самый сок наберут, сладости. Финишная прямая. И будем уже из них сок делать. У вот этого мандарина нужно будет тоже спилить макушку. Вот эта вот ветка, которая над оврагом. Хоть Тарас и залез на дерево, но достать возможности нет. Поэтому вынуждены будем спилить. Ну и плюс тут высота такая огромная. Опасно даже. Нужно, наверное, и повыше залазить. Ну туда все равно не дотянешься. Да. Ну, по камере не очень видно, но она очень, да, сильно выпирает. И тут вот смотри, какая высота. И там уже у нас, 5-6 метров, наверное. да, и уже овраг начинается. Поэтому... Так, вот эту ветку, да, наверное? Да прям макушку отпили. Класс. Почти на голову.
рассыпную все мандарины. Все. Сейчас пойдем туда вниз собирать. Собрали все мандарины. Ну, достаточно быстро, да, за несколько часов мы управились. Я там посмотрел, 10 ящиков у нас вышло. Это где-то примерно 250 килограмм, да. Будем делать из этого сок. Посмотрим на выходе, сколько получится из 250 килограмм. А вот у нас тут какие грозди лимонов висят. Такие все крупные, как на подбор. Кстати, они достаточно долго тоже висят на дереве, поэтому мы их не спешим собирать. И вот уже можно даже заметить, начинают цвести некоторые. Не, вот на этом дереве нет, а хотя есть, сейчас я вам покажу. Вот уже бутоны формируются. То есть оно почти круглый год цветет. Вон бутоны тоже. Так что лимон очень интересное дерево. Круглый год, можно сказать. У тебя лимоны свежие. Не надо их никуда убирать, хранить. Единственное, вот главное, чтобы высоких морозов, ну, низких температур не было. Единственное, чего не бояться. А так очень долго хранятся на дереве. Так, и вот тут вот у нас еще ряд лимонов. Но из-за прошлогодней зимы их в основном все поломало. Вот. Единственное, которое более-менее уцелело, это вот этот последний лимон. На нем чуть-чуть есть. Вот тоже с этой стороны лучше видно. Вот такие тут тоже грозди висят. И вот в основном саду, ну, помимо того, что вот мы тут молодые саженцы, да, посадили, надеюсь, они приживутся и скоро тоже начну давать свои плоды. Из старых деревьев тоже тут, по-моему, 2-3 лимона. Из них, которые плодоносят в этом году, это только вот одно деревце. И то тоже тут совсем немного висят. А те, которые были повреждены, они вот нарастили молодые побеги. Такие достаточно крупные. Поэтому надеемся, следующий сезон порадует урожаем. И вот тоже тут лимонное дерево, вот это вот. Так, идем проведать цыплят. Тима вон несет им корм. А Тася корзинку взяла. Еще надо яйца собрать, сегодня не собирали.
Как раз с вами посмотрим, сколько у нас за день яичек. Давай, Тася, сейчас тебе помогу. Сейчас проверим. Наверное. Сейчас посмотрим. Уже, конечно, подросли. Так. Аккуратно. Вот они. Большие уже. Да, мама, Так, сейчас мы им корма принесли. мама. Вот я его намочила чуть-чуть с водичкой. Мама, только... Так они лучше едят. Только Уже большие какие. Уже оперяются. Да, перышки вон у них. Пушок сходит. Так, сейчас еще водичку им поменяем. И надо опилок им еще подсыпать. Все, вон. Сгребли. Мама, идите вами. Хотим мама ты. Кто мне погадит? Они какие хорошие. Хорошие. Хороший? Да. Мама, смотри, у него какая лапа. Большая лапа, да? Да. Подросли. Вы давно их не видели, да? Мягкий? Да. Ну все, пусть кушает, идет. О, какой Опа. красивый. Яко тут уже. Домик. Вот это. Хороший? Пускай. Ой, полетел, полетел. Куда-то. Так, а этот... Тася уже пошла яйца собирать. Сейчас будем считать. Давай, Тима, я закрою. Так, Мама, смотри, какой белый. белые, так, ага. И вот это нет. Это бежевый, да? 4 уже. Ну-ка, где еще яйца? Дуа. 2, 6, да? Клади. Нет, только не надо так кидать, они разобьются. Надо аккуратно. Такие прям крупненькие. Тут здесь. Мама, смотри, Так, вот проведали цыплят, яички собрали. 6 штучек. Спасибо нашим курочкам. А петухи уже пошли укладываться наверх. Да. Что-то вы рано спать собрались. Да. Еще светло на улице. Пошли, Тася. Какие красивые. И вот так просто на поверхности лежат луковички. Когда мы собирали орехи, я думаю, что это такое? Оказывается, это подснежники. Вот они. Какой там красивый закат виднеется на горизонте. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Какая красота, уже примула распустилась. Вроде бы январь, а постоянно вот что-то цветет. Декабрь, январь. Одни цветы отцветают, другие распускаются. Еще скоро распустится наша камелия. Кстати, от морозов вот так у меня померзли каны. Нужно будет их обрезать, чтобы весной выросли уже молодые стебли. А вот она, наша камелия японская. Уже вся в бутонах. Еще чуть-чуть, и она будет распускаться. Я, правда, вот сделала обрезку в этом году. Вот здесь вот видно. Вот он, столб обрезан. А вот и закат.
Сегодня я планирую заняться переработкой киви. У нас остались вот такие вот мелкие, средние. Вот. Из них я хочу сделать пастилу и варенье. Пастилу я буду делать стопроцентную, не как мандариновую, просто будут киви измельченные и все, без сахара и без других фруктов. А варенье посмотрим, поэкспериментирую, скорее всего с яблоками сделаю и с лимонным соком. А еще я вчера занималась переработкой апельсинов. У нас часть апельсинов после урагана сильного попадали на землю, поэтому сделала вот я и сок, а со шкуры я сняла цедру, и сейчас я вот ее сушу. Вот такая вот она получается. Запах невероятный просто. И я думаю, даже не нужно будет измельчать в кофемолке, потому что такая цедра мелкая получилась. Посмотрим. Может быть, часть измельчу, а часть оставлю вот как есть. А пока Настя на кухне занимается переработкой киви, я займусь мандаринами, которые мы вчера собирали, 250 килограмм. Сейчас установлю пресс, помою мандаринчики и начну давить сок из них. Тут кое-где попадаются апельсины тоже, которые мы собрали. Они там опали с дерева. Настя с них тоже возьмет цедру и сделает сок отдельный. Сейчас все переберем, помоем. Будем приступать. О, хорошо, что у нас раковина большая. Так, первая партия пошла. Так, сейчас пойду переоденусь и начинаем измельчать. Вот такой вот у меня костюм. В нем давлю сок, защищает от брызгов хорошо. И легко моется. Поехали.
Так, ну все, первый ящик мы выжили. Теперь я убираю жмых и повторяем процесс. Так, те я дочистила, что у меня были в тазике. Вот принесла еще. Из ящиков отобрала такие более-менее мягкие, которые уже пора перерабатывать. А другие твердые еще полежат. Сейчас буду эти чистить. Первая кастрюля пошла. Включай. Так, сейчас вот я убираю пену. Это необходимо делать, чтобы банки не вздувались потом впоследствии. Так, киви я дочистила. И как раз у меня подоспела цедра апельсина. Сейчас вот ее измельчаю. Вот такой вот порошок. Запах просто на всю кухню стоит. В дальнейшем можно будет использовать выпечки для придания аромата. В общем, применение найдем. Сейчас я все это измельчу и хочу завакуумировать, чтобы запах не выветривался и можно было хранить подольше такую цедру. Все, вот еще измельчила. У меня вот такие вот мешочки небольшие для вакууматора. Я думаю, по много не буду вакуумировать. Так, еще досыплю, может, по грамм 100. Так, пока у меня стерилизуются банки и кипятится новая партия сока, хочу заняться пастилой. Сейчас буду пробивать киви блендером. Такая вот красота получилась. Такой цвет зеленый. Выглядит аппетитно. Сейчас буду раскладывать эту массу по коврикам. Так, у нас тут уже поздний вечер. Дождь сменился снегом к вечеру. Ну, по прогнозу так и обещали. Зато вот посветлее стало на улице из-за снега. Так, мне осталось последние 2 ящика перекрутить. Так, пока я тут давлю сок, Настя в это время его кипятит, процеживает и закрывает банки. Можно сказать, работаем синхронно.
Давай, Что тут у нас? дегустируй. Вкусно. Вкусно? Чуть с кислинкой, да? То, что нужно. Я сладкую не люблю. Ну да, но без сахара я не стала ничего добавлять. Сейчас дал суперфуд для наших курочек. Несмотря на то, что у нас очень холодно, температура средняя где-то 2-3 градуса, идет дождь. Но наши курочки продолжают нестись. У нас их 13. Где-то 10 яиц в день у нас получается. Сейчас расскажу про наш суперфуд, как мы его делаем. Замачиваю пшеницу или ячмень. Я не знаю, не сильно разбираюсь, что это такое. На сутки в воде. Потом я переливаю это и промываю. Вот так вот. В отдельную емкость. То есть у меня, чтобы это все без перерыва работало, то есть у меня здесь замачивается, здесь настаивается. Да, после того, как настоялось, промываю водой проточно. Так, вот теперь промытую накрываю такой влажной тряпочкой. И ставлю в теплое место. Ну, в моем случае я просто сюда на котел. Можно у батареи где-то. Ну и сразу следующую партию замачиваю, чтобы у нас непрерывный процесс был. Подсмотрел я эту идею тоже в интернете. Действительно рабочая схема, потому что у нас раньше было где-то в среднем 5 яиц в день, а сейчас мы увеличили до 10 с помощью этого способа. Поэтому вот яйценоскость увеличивается в 2 раза. Потому как злаки при прорастании дают максимальное количество микроэлементов, ну плюс энергетически очень ценно для курочек, особенно в зимний период, когда вот из травы такого не получить. Поэтому пользуйтесь. Так, вот что через сутки получилось. Вот видно такие. Начали прорастать. Цыпляткам тоже даем проростки. Они любят. Курочки нас яичками благодарят за такой суперфуд. Вот такой вот урожай. Это правда за 2 дня. Вчера потому что не смогли собрать, уезжали. Так, вот курочки тоже всегда ждут проростки наши. Сейчас. Так, видео еще не вышло, а у нас уже подписчик с Тбилиси заказал 4 баночки сока. Вот сейчас готовлю к отправке. Упаковываю вот пенопластом таким вот, у нас со стройки остался. Отправлять будем с помощью автобуса. Кстати, это достаточно популярная доставка тут среди по Грузии. Мы цыпляток себе заказывали, нам тоже в автобусе приезжала посылочка такая. Поэтому если
Кому интересно, в любой город Грузии, где ходит маршрутка, можем тоже отправить. Вот так вот я прокладываю на дно пенопласт с боков и между банками тоже. Он достаточно неплотно, не должна никуда деться. Вот так. Так, все, я поехал отправлять. Отправили нашу первую посылку за границу в Германию нашей подписчице. Она заказывала цедру. Нашли компанию, наконец-таки, да, которая более-менее доступные цены и возит, в принципе, по всему Евросоюзу. Стоит вот в Германию 6 евро до килограмма, поэтому, мне кажется, достаточно приемлемая цена. Будем пользоваться, поэтому кому надо, Настя скажет ассортимент, пишите. Сейчас у нас в наличии есть сушеные лимоны, апельсины, мандарины еще остались, и из них можем сделать цедру. И, конечно, пастила из киви. Поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь. Контакты мы оставим под этим видео в описании. Самое время подвести итоги. Из 250 килограмм мандарин у нас получилось 82 литра сока. Это соотношение где-то 3 килограмма мандарин к литру сока получается. Я считаю, неплохо. Весь сбор 250 килограмм мандарин у нас занял целый день. А весь следующий день мы занимались переработкой, вплоть до ночи. Тарас выжимал сок с помощью пресса, а я его пастеризовала и закатывала в банки. Да, наверное, если бы не пресс, процесс бы занял еще дольше. На этом сезон сбора мандарин у нас завершен. Это первый сезон, в котором у нас получилось все собрать и переработать. Поэтому можно нас поздравить с этим. Надеюсь, следующие года будут такие же. До урожая следующих мандарин ждать почти целый год. Но у нас есть чем скрасить эти ожидания. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч! Будешь лапу давать? Барсик, Дай лапу. урчалка. Он урчать только